проходить. Подскажите причины. Муж просыпается около 2 часов ночи, сходит в туалет, и обязательно нужно съесть конфету. Это инсулинорезистентность. И это опасно. Дело в том, что когда вы видите у мужчины пивной живот, так говорят, на самом деле это не пивной живот, то можно поставить тире. Когда видите у себя увеличенный вперед живот, то можно сразу же поставить тире и написать высокое количество инсулина в крови. Его может быть немного. Дело в том, что там норма у нас инсулина, по-моему, 0,56 или 0,66 или 0,68. Обычно, когда сдают или проводят исследования крови, то инсулин может быть 1,02. И человек, ну и немножечко повышен показатель такого инсулина. Но это опасно. И вот такой живот говорит о том, что это сахарный диабет 2 типа. Всегда, даже незначительное повышение инсулина в крови говорит о формировании заболевания сахарный диабет 2 типа. Чем он опасен? Прежде всего это атеросклероз. То есть атеросклероз, он касается работы сосудов мозга, работы сосудов позвоночного столба, работы сосудов нижних конечностей, ну и собственно сердца, и легких, и печени и так далее. Атеросклероз — это уменьшение движения и скорости крови, что в дальнейшем приводит к наслоению там холестерина и так далее. Сейчас, извините, отклонить. И это в дальнейшем приводит к появлению бляшек, к уменьшению функциональной способности, полинейропатия появляется, то есть ноготь врастает, потом начинает гнить, там, ну и так далее. И, конечно же, на первое место необходимо поставить знание, что ощущает человек, когда у него снижается инсулин. И здесь нужно знать, когда у человека снижается инсулин, у него появляется внезапное желание есть. И это для него спасение. То есть если в этот момент что нужно сделать этому человеку? Когда человек очень сильно хочет вечером есть, он должен набрать 2 стакана более горячей воды, чем теплой, и выпить эти 2 стакана воды. Тем самым он увеличит расщепление инсулина в крови и уменьшит распад глюкозы и улучшит общее состояние. То есть когда человек говорит: я хочу похудеть, мне мешает избыточный вес, у меня есть проблемы с зубами, кровоточивость десен, там большой живот, и я хочу вечером очень сильно кушать и ничего не могу сделать, то в этом случае необходимо поставить тире и сказать: сладкое ни в коем случае. Сладкое тире — это смерть. Сладкое тире — это старение и дальше лечение. Никакого сладкого. После 40 лет слово сладкое для человека должно быть запрещенным продуктом. Хотите сладкое — ешьте курагу, чернослив сушеный. Изюма можно немножко поесть, но сладкое для вас чревато опасными последствиями. Атеросклерозы, нейропатии, полинейропатии и так далее. И это все там окклюзии, стенозы и так далее. Это все очень опасно. Худеть важно. Чем быстрее вы поймете, что глюкоза для вас опасна, тем больше шансов дожить до престарелого и взрослого возраста не особо от этого страдает. То есть быть в силах, быть с хорошими зубами, быть с хорошими суставами и хорошими костями. И это все называется, по моему мнению, инсулинорезистентность. То есть вам необходимо сегодня, когда я закончу этот вебинар, найти мой вебинар, который называется «Инсулинорезистентность. Семинар Дуйко» в моем канале YouTube и послушать, о чем я там рассказываю. Там я говорю о том, как необходимо соблюдать рацион, как изменить рацион питания, чтобы не особо страдать, чтобы в случае, если у мужчины ухудшается потенция, у женщины появляются проблемы, связанные с гормональной панелью. Это все говорит о том, что проблемы с зубами появляются. Как бы ни лечили зубы, они все время портятся. Проблемы с щитовидной железой. Появляется большой живот. Это все переизбыток углеводов. И это все необходимо устранять. Только так.